Hello, I am Shivaji Bhaskar, Faculty of Russian at the School of Foreign Languages, IGNOU. I welcome you all to this course, Basics of Russian Communication Skills, Part 2. As you remember that in our previous modules, we have been discussing about various aspects of the Russian grammar and phonetics. We have also been learning about the rules of pronunciation and intonation. To learn these basics of Russian, we have chosen a lot of different text and dialogues. As you know that these different text and dialogues are being used as pedagogical tool to make you learn the basics of Russian language. As most of these different text are used to make you understand the conversational style of Russian, as we use different words, expressions, verbs and different words combinations, expressions and verbs in our text and dialogues, so that you not only learn about Russian grammar but at the same time also learn about the conversational style of Russian language. Accordingly, in this module, we have chosen a text titled My Studenty, which means my students. So please pay attention to the text and let's try to understand its tone and texture in Russian first. Afterwards, we shall try to understand the text with the help of English translation. So the text begins with My студенты. Меня зовут Ашок Капур. Я преподаватель русского языка. So the text begins with My студенты. Меня зовут Ашок. Я преподаватель русского языка. Я преподаю русский язык в университете в Дели. Я изучал язык в этом же университете. Когда я окончил университет и поступил в аспирантуру, мне дали первый курс. Конечно, это группа взрослых студентов. Они только что окончили школу и думали, что сразу же начнут читать большие и интересные книги. Но раз они выбрали иностранный язык, им пришлось все учить с нуля. Однажды я проверял тетради моих студентов и дал им письменное задание. Все начали работать. Передо мной сидели двое студентов. Они разговаривали между собой. Они не заметили, что преподаватель все слышит. Я не сделал им замечания, потому что это был разговор о преподавателях. Я хотел узнать, о чем идет речь. Я внимательно слушал их разговор, не поднимая голову. Один сказал, с ними обращаются как с малым. Один сказал, с нами обращаются как с малыми детьми. И как маленькие дети, каждый день мы повторяем это: дом, мама дома, папа дома, это мой друг. И каждый день мы повторяем это: дом, мама дома, папа дома, это мой друг. Другой говорит: да. И преподаватель также ругает, как ругала наша школьная учительница. Каждый день она ругала тех, кто не сделал. Каждый день она ругала тех, кто не сделал свое домашнее задание.
Каждый день она ругала тех, кто не сделал свое домашнее задание. И сейчас то же самое продолжается. Опять они дают столько домашних заданий. Опять они дают столько домашних заданий. Если не делаем, они нас ругают, как маленьких детей. Они не понимают, что мы уже взрослые. Мне сказали, что в университете очень весело. Мало домашних заданий и больше каникул, особенно когда выборы или забастовка студентов или какие-то важные собрания. Но наши преподаватели, когда узнают об этом, дают нам больше домашних заданий. Они говорят, что раз у вас будут выходные, значит будет больше времени заниматься языком. Прочитайте 5 текстов. Каждый день пишите по 2 текста во своей домашней тетради. Выучите 30 новых слов каждый день. Пишите сочинения по темам «Моя семья», «Наш преподаватель», «Наш университет» и так далее. Сколько можно читать и писать, когда 5 или 6 выходных? Те, у кого другие предметы весь день гуляют, и у них всегда мало домашнего задания. Они все время шутят над нами. Они жалеют нас и говорят: бедные студенты, весь день занимаются, им никогда веселиться. Им никогда веселиться. Мне стало обидно, когда я услышал их разговор. Но я ничего им не сказал и спокойно вернул всем тетради. Когда я спросил у этих 2 студентов, почему они не показали мне домашнее задание, они ответили, что они плохо себя чувствовали все эти дни. На следующий день у нас был урок по развитию речи. Я всем сообщил о контрольной работе, устной и письменной, которая должна была состояться через 8 дней. Я просто хотел их проверить. Я дал задание написать 10 предложений о себе. Все написали хорошо, кроме этих 2 студентов. Я объяснил всем, почему они получили нехорошие оценки. Потому что они совсем не занимаются дома. Они думают только о себе. Они считают, что нам нравится ужинать. Они считают, что нам нравится унижать. Они считают, что нам нравится унижать студентов. Поэтому мы даем им столько домашних заданий. Но если преподаватели дают студентам больше заданий, им тоже приходится проверять больше. Преподаватели думают о своих студентах.
Но студенты думают только о себе. Они не представляют, сколько приходится работать Они не представляют, сколько приходится работать преподавателем. Они не представляют, сколько приходится работать преподавателем. Преподаватели хотят, чтобы их студенты работали серьезно и получали хорошие оценки. Я потом вспомнил те дни, когда я тоже был студентом. Да, мы тоже говорили так же. Мои одноклассники всегда говорили, что наши преподаватели не дают нам отдыхать. Они хотят, чтобы мы занимались даже в выходные дни. Поэтому они задают нам столько домашних заданий. Но я помню, что мы не только занимались, но и делали домашние задания. Сейчас я понимаю, что делать домашние задания – это же повторение того, что мы делаем на занятиях. Те, кто делал домашние задания и внимательно слушал, получали хорошие оценки. Я сейчас преподаю. И, конечно, сейчас у меня совсем другое мнение. Мои студенты тоже поймут, когда они начнут работать после окончания университета. Да, я согласен, что я даю очень много домашних заданий. Но студенты тоже должны знать, что раз они изучают русский язык и хотят стать специалистами, им придется работать как следует. Если вы являетесь студентом факультета иностранных языков и хотите изучить язык быстро и правильно, то вы должны повторять письменно и устно все, что дал вам преподаватель на уроке. Каждый день вы должны выучить наизусть 30 новых слов и их значения. Так рекомендуют методисты по изучению иностранного языка. Alright, now you have just learned about this text and you have observed the tone and texture of the Russian language. Now let's quickly pay attention to the questions based on the text, then we shall try to understand the text with the help of English translation. So the questions are: Кто Ашок Капур? Где он преподает русский язык? Где он изучал этот язык? Какой курс дали ему, когда он окончил университет и поступил в аспирантуру? Чья это группа? Что они думали, как только окончали школу? Что они думали, как только окончили школу? Что пришлось им сделать, раз они выбрали иностранный язык? Чьи тетради он проверял однажды? Какое задание он дал своим студентам, когда проверял их тетради? Все студенты начали работать.
Кто сидел перед ним? Кто сидел перед ним? Что делали двое студентов, которые сидели перед ним? Что они не заметили? Почему преподаватель не сделал замечание этим двум студентам? Что хотел узнать Ашок? Как он слушал разговор этих двух студентов? So these are the questions based on the text. In Russian, please pay attention to their construction, their formation, which actually means in which case we have asked the question. It would not only help you to formulate the correct answer, but would also help you to think creatively and answer them correctly. So now let's understand this text with the help of English translation. The title of the text is already known to you. It's My Studenты, which means my students. Меня зовут Ashok Kapoor. My name is Ashok Kapoor. Я преподаватель русского языка. I am a professor of Russian language. Я преподаю русский язык в университете в Дели. I teach Russian in the university in Delhi. Я изучал язык в этом же университете. I learned this language in this university only. Когда я окончил университет и поступил в аспирантуру, мне дали первый курс. When I finished the university and attended the higher studies, when I completed my university and entered in the research, I was given the first year course. Конечно, это группа взрослых студентов. Of course, this is a group of grown-up students. Они только что окончили школу и думали, что сразу же начнут читать большие и интереснее книги. They have just finished the school and they thought that very quickly they will start reading big and interesting books. Но раз они выбрали иностранный язык, им пришлось все учить с нуля. But once they have selected foreign language, they have to start everything from zero. Однажды я проверял тетради моих студентов и дал им письменное задание. Once I was checking the notebooks of my students and gave them writing task. Все начали работать. Everybody started working. Передо мной сидели двое студентов. Two students were sitting in front of me. Они разговаривали между собой. They were talking with each other. Они не заметили, что преподаватель все слышит. They did not notice that the teacher
is listening everything. Я не сделал им замечание, потому что это был разговор о преподавателях. I did not pay any attention to them. I did not give them any comment because it was a talk about teachers. Я хотел узнать, о чем идет речь. I wanted to know about what the discussion is going. I wanted to know about what the discussion is going on. Я внимательно слушал их разговор, не поднимая голову. I carefully listened to their talk and did not raise my head. I carefully listened to their talk without raising my head. Я внимательно слушал их разговор, не поднимая голову. I listened to their talk carefully and did not raise the head. Один сказал, с нами обращаются как с малыми детьми. One said, we are being treated as small children. И как маленькие дети каждый день мы повторяем: это дом, мама дома, папа дома, это мой друг. And as small children, every day we repeat, this is house, mother is at home, father is at home, this is my friend. Другой говорит, да, и преподаватель также ругает, как ругала наша школьная учительница. Yes, the other said. And our teacher also scolded us like our school teacher used to scold us. Yes, we are being scolded by the professor as our school teacher used to scold us. Каждый день она ругала тех, кто не делал свое домашнее задание. Every day she used to scold those who did not do their homework. А сейчас тоже самое продолжается. And right now it's the same story. And right now the same is continuing. Опять они дают столько домашних заданий. Again they are giving so much homework. Если не делаем, они нас ругают, как маленьких детей. And if we don't do it, then they would scold us as small children. Они не понимают, что мы уже взрослые. They don't understand that we are already grown-ups. Мне сказали, что в университете очень весело. I was told that in the university it is very cheerful. Мало домашних заданий и больше каникул. Less homework and more holidays. Особенно когда выборы или забастовка. Особенно когда выборы или забастовка студентов или какие-то важные собрания. Especially when
there are elections or strike by the students or some important gatherings. Но наши преподаватели, когда узнают об этом, дают нам больше домашних заданий. But our teachers, when they get to know about this, they gave us even more homework. Они говорят, что раз у вас будут выходные, значит будет больше времени заниматься языком. They said that once you have the vacations, it means that once you have the holidays, it means that you have more time to practice the language. Прочитайте 5 текстов. Каждый день пишите по 2 текста по своей домашней тетради. Read 5 texts. Every day write 2 texts in your homework in your notebook. Выучите 30 новых слов каждый день. Learn 30 new words every day. Пишите сочинения по темам «Моя семья», «Наш преподаватель», «Наш университет» и так далее. Write essay on the themes. Write essays on the topics «My family», «Our teacher» and «Our university», etc. Сколько можно читать и писать, когда 5 или 6 выходных? How much one can read and write when only 5 or 6 holidays? Те, у кого другие предметы весь день гуляют и у них всегда мало домашнего задания. Those who have different courses, those who have different subjects, the entire day they roam around and they have always less homework. Они все время шутят над нами. They crack joke on us the entire day. All the time they make fun of us. Они жалеют нас и говорят: бедные студенты весь день занимаются, им никогда веселиться. They always feel sorry and say, poor students, the entire day they study, they are never happy. Мне стало обидно, когда я услышал их разговор. I was feeling offended when I listened to their talk. Но я ничего им не сказал и спокойно вернул всем тетради. But I did not say anything to them and quietly returned everyone the notebooks. Когда я спросил у этих 2 студентов, почему они не показали мне домашнее задание, when I asked these 2 students why they did not show me the homework, они ответили, что они плохо себя чувствовали все эти дни. They answered me that they were feeling unwell all these days. Alright, so I hope you enjoyed this text about students and teachers, and you must have found various important expressions which we used in these kind of situations. We shall be understanding the remaining text in our next module. Thank you.